Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я вяжу брелок-футляр для мини-сумочки через плечо. Такие футляры очень актуальны в этом сезоне. Добавят удобства и стиля образу. И могут быть выполнены любой формы и любым узором. Служить мини-кошелечком, чехлом для наушников, помады или даже ключей. В данном видео я выполняю футляр из остатков пряжи от полного мотка после вязания этой модели сумочки. Ссылку на ее изготовление, а также все полезные и интересные для вас ссылки на продавца-производителя пряжи, фурнитуры и инструментов вместе со своим промокодом на скидку я оставляю в описании под этим роликом. Напоминаю, у меня пряжа полиэфирный шнур карамель, цвет Барселона, в 200 граммах, 75 метров намотки. Я также приготовила карабин, молнию, крючок номер 5, ножницы и иглу для вшивания молнии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите этот ролик до конца, приступим к работе. Оставляю небольшой запас около 50 сантиметров, кладу нить на ладонь и рабочим краем оборачиваю вокруг руки, минуя мизинец. Вставляю крючок, подхватываю и провязываю первый столбик, стараюсь его не затянуть. В это кольцо мне нужно провязать в общей сложности 6 столбиков, но последний я буду провязывать краем начала. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь максимально затягиваю кольцо, складывая петли пополам. И последний столбик провязываю не рабочей нитью, а тем началом, которое я оставила с запасом. Шестой столбик. И вытягиваю нить. Этим краем я из ряда в ряд буду делать соединение рядов. Вставляю крючок с изнанки на лицо в первую кромочную косу и увожу край начала туда, после чего возвращаю в исходную петлю на изнанку. Готово. В круг у меня 6 столбиков. Во втором ряду из 6 столбиков у меня получится 12. Я провяжу в каждую точку по 2 столбика без накида. Итак, первый столбик, он не похож на другие, немножко боком. Прокалываю его и с лица, и с изнанки по самому центру. С изнанки крючок выходит по обе стороны нити одного столбика. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю первый столбик второго ряда. В эту же точку провязываю еще один. И так далее. Следующий столбик я точно так же прокалываю в самый центр. С лица и по центру он выходит с изнанки. По обе стороны нити одного столбика. Точно так же в эту точку я провязываю 2 столбика. И так до конца ряда. Из каждой точки у меня выйдет 2 столбика, и к концу ряда их будет 12. Последний 12 столбик я точно так же провязываю краем начала. Вставляю крючок, вытягиваю и вытягиваю край начала для соединения рядов. Точно так же в первую кромочную косу из ряда в ряд соединение рядов будет повторяться. Провязывание последнего столбика краем начала и имитация соединения. Увожу его в исходный стежок. Готов второй ряд. Продолжаю точно так же. В каждом ряду будет 6 добавлений. Рабочая нить. Вставляю крючок в первую петлю ряда.
вытягиваю, провязываю столбик. Это будет одинарная петля. В следующую петлю вставляю, слежу, чтобы крючок выходил по обе стороны от нити одного столбика. И сюда же, в эту точку, вяжу добавление. В третьем ряду расстояние между добавлениями один одиночный столбик. Далее столбик в одну точку. В следующую точку провязываю 2 столбика. Таким образом, по окончанию третьего ряда у меня будет 18 петель в круг. Вяжу до конца ряда. На последнюю петлю ряда приходится добавление. Первый столбик провязан, и второй завершающий я провязываю краем начала, не рабочей нитью. Вытягиваю, провязываю и вытягиваю край начала для бесшовного соединения. Соединяю ряды, оставляя край начала на изнанке. Готово. Далее я буду вязать уже без добавлений. 18 петель в круг, сохранится еще пару рядов. Сейчас я провязываю первый столбик следующего ряда и так далее в одну петлю 1 столбик. Стенки изделия резко свернутся и пойдут на рост глубины моей детали. Вяжу 18 петель в 4 ряду. Последний столбик также провязываю краем начала и делаю соединение. На вязании рядов без добавлений главное сохранять тоже натяжение нити, не растянуть петли для того, чтобы форма изделия не искажалась. Подтягиваю и продолжаю еще один ряд без добавлений. При вязании последнего ряда на один из столбиков я закрепляю карабин. Вытаскиваю столбик для провязывания, вынимаю крючок, одеваю кольцо карабина на еще не провязанный столбик, возвращаюсь к вязанию полотна. Последний столбик, как всегда, вяжу краем начала и делаю соединение рядов. Опаливаю края и прячу кончики. Готово. Точно так же по аналогии я вяжу вторую половину, только уже без карабина. Мое изделие в диаметре 7 сантиметров. Чтобы получить изделие большего диаметра, количество рядов с добавлениями провязывается больше. Вместо 3, 4, 5 и так далее. Количество рядов без добавлений обуславливают глубину или толщину изделия. Точно так же изготавливается вторая часть. И сейчас мы будем вшивать в нее молнию. Мне хотелось бы, чтобы открывалась она практически полностью, на полный разворот. И очень удобно, полиэфирный шнур имеет свойство распускаться. Распускаю его и вставляю эту нить в иглу для вшивания. Откладываю пока в сторону половинку без карабина. Нахожу противоположную петлю той, в которую привязан карабин, и буду с нее начинать вшивание молнии. Минуя металлическую часть, если она есть, я сейчас буду вставлять иглу поочередно, то по молнии, то по полотну изделия. Где-то миллиметр-полтора от самой молнии. Вставляю, закрепляюсь. И теперь точно так же подтайными стежками подхватываю перемычку, вот эту часть. Обратите внимание, коса кромочная остается не затронутой. Таким образом молния будет немножко утоплена и по изделию ее будет практически не видно. Стараюсь вшивать так, чтобы нить не запуталась, и
очень плотно прикладывая к краю молнию, делаю стежок за стежком. Обращаю ваше внимание, подтягиваю нить все время и смотрю, куда в следующий раз войдет игла, чтобы ровно не пошло волной ни молния, ни изделие. Я должна ровно в то место, откуда она вышла по молнии, она войдет в изделие. Вот, обратите внимание, выходит и заходит сюда же. Делаю стежок также 1-2 мм. И продолжаю по полотну сумки. Вот, перпендикуляр поднимаю к полотну и вижу, куда мне в следующий раз вводить иглу. Каждые 3-4 стежка делаю закрепление, узелок для более крепкого и аккуратного внешнего вида. Протягиваю, подтягиваю максимально. И по полотну изделия создаю узелок. Закрепилась. По окончанию вшивания я планирую длину молнии для себя и обрезаю в этой части, после чего опаливаю края и завершаю пришивание внахлёст. Для удобства я расстегнула молнию, продолжаю делать поочередные стежки. По полотну и по молнии. 3-4 стежка делаю закрепление. Здесь на стыке прохожусь иглой внахлёст. Теперь открываю полностью молнию. Нахлёст пришивания служит ограничителем. И прикладываю вторую половину. Сейчас буду пришивать ее. Открытая молния позволяет мне подлезть к месту пришивания. Продолжаю делать стежки, закрепляясь сначала в полотно, в перемычку, затем по молнии. Постепенно подвигаю собачку, чтобы пришивание прошло ровно и молния нигде не пошла гармошкой. Пришивать буду точно так же, 1-1,5 мм от самой молнии. Постепенно застегиваю молнию по мере пришивания. Проверяя в застегнутом положении, продолжаю пришивать. На завершающем этапе я вывожу иглу на лицо. И здесь сейчас делаю немного стежков, совсем чуть-чуть, 1-1,5 сантиметра, соединительных. Следующим образом. Закрываю полностью молнию. И та часть, которая виднеется, но нежелательно, прохожу подтайными стежками по полотну сумки. Тем самым стягивается и не будет видно металлической части молнии. И еще раз в обратном направлении то же самое. Подтайной стежок по полотну, по кромочной косе. Так это выглядит. Сейчас ухожу на изнанку
Делаю крепкий узелок. Открываю изделие. И закрепляю с изнанки. Брелок-футляр готов. Очень необычное и стильное завершение образа сумочки. Все выполнено ровно и аккуратно. Цепляю на разъемное кольцо карабин его. Вот такой очень прикольный и необычный общий вид. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!